Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали уже не раз. И, естественно, с новым узорчиком. Сразу хочу акцентировать ваше внимание, что пряжу вы берете любую, какая у вас есть. Пробуйте из любой пряжи. Из разной пряжи узорчик выглядит по-разному. То есть не только такую, какую я показываю. Единственное, что подбирайте крючок под свою пряжу. А сегодня я буду показывать вот на таких ниточках. Новички, кто еще не вязал, не работал с такими ниточками, знакомьтесь. Называются они Нака, Мохер, Деликат. Что же это за ниточки? Смотрим. 5% в составе здесь мохера, 10% шерсти и 85% премиального акрила. Идем дальше. Здесь нам говорят, берите крючок 4. Но дело в том, что я под плотность своего вязания, под свои узорчики брала все время 3, и у меня, в принципе, все получалось. И сегодня я возьму 3, так? А вы, в свою очередь, берете точно так же пряжу, читаете аннотацию, какую вам советует брать крючок производителя, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 7 петелек. Я наберу 4 раппорта, это получается 28 петелек, и одну воздушную петельку, чтобы узорчик ровно закончился. Это получается 29 петелек. Но я хочу набрать с каждой стороны по 3 столбика, 3 и 3. Это будут мои кромочные столбики. Еще плюс 6, получается 29 плюс 6, 35. Ну, а вы, получается, набираете, сколько будет вам удобно. Итак, для начала петелька фиксации. Все как всегда. Мы, получается, при наборе петелек ее не считаем. А теперь я буду набирать 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее, как и во многих узорчиках, и в этом узорчике я сделала вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем аккуратно от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в 5-ю петельку. Ввожу крючок, вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид в следующую петельку по порядку. Ныряю, вытягиваю ниточку, провязываю по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. И вот так вот я ныряю в каждую петельку цепочки и провязываю столбики с накидом. И, естественно, сама себя проверяю. Получается, количество столбиков у меня должно равно быть количеству воздушных петелек, которые я набрала. Я набрала 35 петелек, у меня должно получиться 35 столбиков. А вы проверяйте себя сами. Угу. Смотрите, первые 3 петельки подъема — это тоже имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Хорошо? Несложно, и у вас все получится. Давайте. Так, смотрите. Вот наш ряд столбиками с накидом готов. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И вот эти вот 2 столбика провязываем как столбики с накидом. Беремся за верхушку, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Вот эти, получается, 3 столбика, вот 3 петельки подъема, да, и 2 столбика. Вот это у меня будут кромочные столбики. Этими столбиками я буду начинать каждый ряд и заканчивать каждый ряд. Итак, далее воздушная петелька, накид. Пропускаем, получается, 1 столбик вот в нашем ряду. И в следующий столбик провязываем столбик с накидом. 1. 2 столбик с накидом. Дальше следующий столбик. 2. В следующий столбик провязываем 3 столбик с накидом. И следующий столбик 4 столбик с накидом. То есть мы провязали 4 столбика с накидом. Дальше воздушная петелька. Опять пропускаем 1 столбик внизу стоящих. Так, и в следующий провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Пропускаем опять столбик 1. И вслед следующего столбика начинаем провязывать подряд 4 столбика с накидом. 1. Далее 2. Далее
3, далее 4. Как только провязали 4 столбика, так, вот как и здесь, 4 столбика провязали, делаем такие вот 2 окошечка. Воздушная петелька, столбик пропустили, следующий столбик провязали столбик с накидом. Первое окошечко готово. Воздушная петелька, опять столбик пропустили, и следующий начинаем провязывать столбик с накидом. И вот так вот продолжаете до конца ряда, провязываете, получается, вот 4 столбика, 2 окошечка, 4 столбика, 2 окошечка, 4 столбика, 2 окошечка, 4 столбика, 2 окошечка, ну, до конца вашего образца. Договорились? Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встречаемся. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наши окошечки, столбики готовы. Как мы закончили ряд. Вот после последних 4 столбиков сделали 2 окошечка и вот эти вот мои 3 кромочных столбика. Вы можете делать кромочные, можете не делать кромочные, можете сделать их больше, 5, 7, 10 на ваше усмотрение. Итак, идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И мои кромочные столбики. 1, 2. Провязываю их с краешку, как столбики с накидом. 1. И в следующий столбик верхушку нырнули. 2. Идем дальше. Дальше наш узорчик. Вот наши 2 окошечка. Получается, делаем воздушную петельку. Так. Далее, смотрите. Получается, там, где вот именно наш одиноко стоящий столбик, мы вот ныряем, получается, верхушечку. Смотрите. Сделали накид. Забрали ниточку, подтянули. Держим на крючке, не провязываем. 1. Сюда же накид. 2. Подтянули, держим на крючке. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Провязали все петельки, кроме последней. То есть у нас 2 петельки на крючке осталось. И потом эти 2 петельки провязываем вместе. Оп. И у нас получается с вами пышный столбик. В зависимости от того, сколько вы наберете петелек, сколько вы сделаете накидов, столбик может быть ваш пышнее, да? Смотрится, конечно, эффектнее, чем больше вы сделаете накидов, но и кушает пряжи больше. Дальше, накид. Второй столбик такой же пышный делаем сюда же. Я буду делать по 5 накидов, по 5 петелек. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе аккуратненько провязать до последней петельки, чтобы остались 2 петельки на крючке. И потом 2 петельки на крючке вместе. Оп. И у нас с вами получились вот такие вот 2 пышных столбика. Идем дальше. Воздушная петелька. У нас дальше стоят 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Как мы их провязываем? Смотрите, захватываем сзади наперед. Столбик получается перед крючком. Вытягиваем ниточку. Провязываем 2 петельки. Стоп. Дальше не провязываем. Держим на крючке. Накид. Следующий столбик. Точно так же. Захватили сзади наперед, как рельефные столбики. Мы провязывали лицевые. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Не провязываем. Накид. С третьим столбиком делаем точно так же. 2 петельки. Стоп. И получается с четвертым столбиком точно так же. 2 петельки. Стоп. А вот теперь получается мы провязываем все петельки на крючке вместе. Оп. И обязательно зафиксировать. Получается вот такая вот картина. Воздушная петелька. У нас здесь стоит опять один столбик. Окошечко, окошечко, столбик. Будем провязывать точно такие же 2 пышных столбика. Итак, накид. Ныряем в верхушку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 2 петельки остались на крючке и их провязали. И тут же сразу же второй столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали до 2 петелек на крючке и 2 петельки вместе провязали. Воздушная петелька. Следующие 4 столбика провязываем как рельефные лицевые столбики с одной общей верхушкой. Захватили, 2 петельки провязали, держим на крючке. Накид. Второй столбик точно так же. Захватили, 2 петельки провязали, держим на крючке. Накид. Третий столбик захватили, провязали, держим петельки на крючке, и четвертый точно так же. Все. И получается все петельки, которые на крючке, провязываем за раз. Оп, и обязательно зафиксировали. Воздушная петелька, и опять переключаемся на наш одиноко стоящий столбик, будем провязывать вот такие вот 2 пышных столбика. То есть по итогу что мы видим? Пышные столбики, рельефные, провязанные с общей вершиной.
пышные столбики, рельефные. Дальше будут пышные, рельефные до конца ряда, какой у вас образец. Давайте самостоятельно провязывайте, в конце ряда встретимся. Посмотрим, что получится. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, до конца ряда. В моем случае ряд закончился, вот, видите, столбиками, получается, рельефными. Одна опять воздушная петелька и 3 моих кромочных столбика. Идем дальше. Опять 3 петельки подъема. Поворот. И тут мы видим красоту. Гляньте, какая красота. Намного лучше, чем с той стороны, да? Итак, по порядку. Вначале мы делаем кромочные столбики. Если они у вас есть, повторяете, делайте. Если их у вас нету, то их у вас нету. Так, я сейчас провяжу быстренько. Есть. Далее. Что мы делаем? У нас здесь была одна воздушная петелька. И мы делаем одну воздушную петельку. Внимательно смотрим. Вот у нас были столбики, да? Мы их провязывали рельефными лицевыми столбиками. Но с этой стороны, когда мы перевернули, они выглядят как рельефные изнаночные. Видите, за счет этой горизонтальной полосочки. Поэтому мы продолжаем рельеф. То есть здесь будет опять у нас изнаночный, получается, столбик. Смотрите, как мы делаем. Накид. Захватываем, вот смотрите, в арочку ныряем крючком сзади наперед. Вот так вот. Потом положили крючок на все наши столбики и в следующую арочку вынырнули назад. Поняли? Вытягиваем вот так вот ниточку. Аккуратненько вытянули. И теперь провязываем, как обычный столбик. 2 петельки, 2 петельки. Это у нас получается рельефный изнаночный столбик с накидом. То есть мы повторили вот такую же горизонтальную линию, как и здесь. Когда узорчик подрастет, очень будет четко видно. Далее идем. Воздушная петелька опять. И вот мы сделали 2, получается, пышных столбика. И между ними вот такая вот малюсенькая арочка. Мы в эту малюсенькую арочку провязываем 4 столбика с накидом. Нырнули, провязали. 1. Нырнули, провязали. 2. Нырнули, провязали. 3. Нырнули, провязали. 4. Волоски, получается, у этой пряжи бывает зацепляются и не дают провязать. Поэтому учтите, распустить данную ниточкой узорчик будет очень сложно. Итак, вот получается по итогу у нас как бы окошечко, рельефный изнаночный столбик, окошечко, 4 столбика с накидом. Далее идем. Воздушная петелька, то есть окошечко будем делать, накид. Повторяем. Нырнули в окошко сзади, положили крючок на столбики и нырнули в окошко спереди назад. Захватываем ниточку и вытягиваем ее обратно, таким же образом, как мы ныряли. Вот. И провязываем, получается, по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Опять рельефный изнаночный столбик с накидом. Воздушная петелька. Ныряем между пышными столбиками и провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. То есть, если вы внимательно посмотрите, да, то мы, получается, повторяем с вами самый-самый первый ряд. Да? Видите, 4 столбика, окошко, столбик, да, окошко, 4 столбика. То же самое здесь. Ну, просто они как бы располагаются немножко по-другому, да. То есть окошко, окошко, а столбик здесь рельефный. Тут 4 столбика, только они выглядят как веерочек. Все то же самое. Понятно? Все, давайте точно так же дальше. Рельефный изнаночный столбик, 4 столбика с накидом. Рельефный изнаночный столбик, 4 столбика с накидом. До конца ряда провязываем, в конце ряда встречаемся. Давайте, несложно, у вас получится. Так, вот, до конца ряда провязали. У меня получается в данном случае ряд закончился 4 столбиками, воздушная петелька и вот 3 моих кромочных. Далее 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. У меня здесь получается еще 2 столбика. Если у вас здесь еще больше столбиков, меньше столбиков, да, то есть провязывайте. Это кромочные столбики. Итак, провязали. Далее по узорчику идем. Воздушная петелька. И там, где у нас 4 столбика, помните, провязывали, там, где 4 столбика, мы провязывали рельефные лицевые столбики с общей вершиной. То же самое провязываем и здесь. Захватили первый столбик, сзади наперед столбик перед крючком, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Захватили точно так же второй столбик, как мы захватываем рельефный, да, столбик лицевой. 2 петельки, держим на крючке. Третий столбик. Так, и 4 столбик.
2 петельки провязали, все петельки держим на крючке. И теперь все петельки за один раз мы должны провязать. Аккуратненько. Раз. И обязательно зафиксировать. Вот. Есть. Красота. Опять воздушная петелька. Там, где у нас один столбик стоит, да, мы будем провязывать, помните, да, там, где один столбик стоял, мы провязывали 2 пышных столбика. Итак, беремся за верхушку, вытягиваем ниточку. И я буду делать 5, получается, накидов и 5 петелек. Это была первая, дальше вторая, третья, четвертая, пятая. Все вместе провязали до 2 петелек. 2 петельки вместе провязали. И сразу же сюда же провязываем второй пышный столбик. Раз, два, три, 4, 5. Провязали до 2 петелек. И потом 2 петельки вместе провязали. Все, вот наши 2 пышных столбика готовы. Все, и далее все то же самое. Опять воздушная петелька. И провязывайте рельефными столбиками вот эти 4 самые столбика. Раз, два, 3, 4. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И сюда опять будет у нас идти вот такие вот 2 пышных столбика. Понятно, да? Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот провязали до конца ряда наши рельефные столбики, пышные столбики. Красота. Кромочные. Все отлично. И делаем опять 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Опять кромочные столбики. У кого есть, тот провязывает. У кого нет, тот дальше провязывает уже по узорчику. А теперь смотрите. Мы с вами, получается, должны будем сейчас провязывать самый-самый наш первый ряд. То есть узорчик у нас состоит из 2 рядов. Раз, два. Так. Потом опять раз, два. В шахматном порядке. Вертикальный раппорт узорчика 4 ряда. Дальше получается повторение самого первого. Но помните, да, особенность какая? Тут у нас 4 столбика отдельно стоят, а здесь у нас 4 столбика будут находиться непосредственно вот между 2 пышными столбиками. Точно так же окошечко, воздушная петелька. И вот сюда ныряем и провязываем наши 4 столбика. Поняли, да? То есть все. Дальше у вас только повторение. В принципе, 2 ряда только узорчика. Так? Ну, а вертикальный раппорт 4 получается узорчика. Не сложно? Не сложно. Делаем воздушную петельку. И помните, да, там получается, где у нас рельефные столбики были, мы провязываем один рельефный, но изнаночный. Итак, вот таким образом нырнули. Все столбики у нас за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Все, ничего сложного. Воздушная опять петелька, окошечко. И сюда опять 4 столбика. Я надеюсь, принцип узорчика уже понятен, да? Поэтому я вас могу спокойно оставить одних. И вы можете увеличить свой образец на столько рядочков, сколько вам необходимо. Да? Вот. Раз, два. Раз, два. Все. И дальше идет повторение. Как вам? Я думаю, что получится отлично. Давайте еще больше увеличим наш образец и встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Вот такой вот объем, вот такой вот рельеф с одной стороны. Так? А с другой, смотрите, видите, все такое ощущение, что как будто все такое плоское. То есть сразу видно, какая сторона лицевая, какая изнаночная. Хотя, может быть, вам эта сторона понравится больше, и вы сделаете ее лицевой. То есть это на ваше усмотрение. Смотрите, вы большие дизайнеры. Как вам будет красиво, так вы и делаете. Вот. В моем случае вот так вот тянется узорчик. Вот так вот он тянется, узорчик. Видите? То есть, ну, в принципе, тянется, да? Ну что, давайте замерим нашу сегодняшнюю красоту. Так, если моя плотность вязания, да, моя пряжа, мой крючок, то сегодня получается это, я набирала 35 воздушных петелек, это, ну вот смотрите, ну 17,3, так скажем, да, сантиметра. А тут получается, ну, как бы каждое сердечко, пышный столбик, да, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8. И наборный ряд получается, это у нас 9. Так, да, 9. Сколько это будет сантиметров? Так, это получается 10, ну, практически там с хвостиком сантиметров. Класс, как вы думаете?
Конечно, в моем случае, из моей пряжи, это что? Это жилеточки, это кофточки, это кардиганчики. Если вы берете летнюю пряжу, то это понятно, что топики, маечки и так далее. Демисезонная пряжа, это могут быть шарфики, снудики, почему бы нет, да? Ну, дырявчатый, ну, что теперь сделаешь? Что-то под низ красиво одели, и красота. В копилочку ваших узорчиков. А может быть, вы что-то интересное придумаете, рассказывайте, где вы видите данный узорчик, что можно данным узорчиком связать, какими ниточками. Но очень будет интересно, чата в комментариях читают, кому-то идея ваша понравится. Так, еще раз изнаночка ровненькая, видите? И вот она, лицевая часть. Ну, как по мне, лицевая часть. Вот такие вот сердечки, или как их еще назвать, да, пышные столбики. Красота, красота. Кто будет вязать, если данные пряжи, либо пряжа вот с такими вот ворсиночками, да, то смотрите, вяжите аккуратненько, потому что если захотите распутать, то это будет сделать очень сложно. Возможно, но очень сложно. Вот. Как вам сегодняшнее видео, сегодняшний узорчик? Надеюсь, понравился. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Самый верхний должен быть темненький, чтобы новинки приходили к вам на уведомления. Вот. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.